Всем привет! С вами Олеся. Сегодня приготовим самый воздушный в мире пирог с интересным названием ложный сырник. Готовится очень просто, из самых доступных продуктов, у него невероятный сливочный вкус и он просто тает во рту. Так что сразу готовьте двойную порцию, в этот пирог вы влюбитесь с первого кусочка. Первым делом приготовим тесто. Все продукты для теста я беру комнатной температуры. Яйца нужно разделить на желтки и белки. Желтки пойдут в тесто, а белки используем для начинки суфле. Сливочное масло я заранее достала из холодильника. Посмотрите, какое оно мягенькое, очень податливое. С таким маслом очень легко готовить тесто. К маслу добавляю сахар, чайную ложечку ванильного сахара для аромата, а также можно добавить щепотку соли. Я соль не всегда добавляю, это по вашему желанию. Теперь нужно все просто хорошенько перемешать при помощи миксера. Буквально 1-2 минутки будет достаточно. Почистим лопаточкой стенки мисочки, потому что во время взбивания масло немного разлетается по стенкам. И еще взобьем буквально пару секунд. Теперь к маслу добавляю яичные желтки по одному желточку за раз и каждый раз хорошо перемешиваю при помощи миксера. Буквально несколько секунд будет достаточно, чтобы желток объединился с маслом. Следующий желточек и еще раз взбиваем. Посмотрите, какое желтенькое уже стало масло от яичных желтков. Тесто получится очень-очень вкусным, сдобным, песочным, рассыпчатым. Вот такая вот примерно консистенция должна получиться. Осталось только добавить сюда муку, замесить тесто и все готово. В муку добавляю разрыхлитель и хорошо перемешиваю, чтобы разрыхлитель смешался с мукой равномерно. Теперь просеиваю муку в тесто в 2-3 приема. И каждый раз перемешиваю ложкой или силиконовой лопаточкой. Желательно лишний раз не касаться теста руками, так как сливочное масло, которое находится в тесте, тает от тепла рук. Из-за этого тесто вберет в себя еще больше муки, чем положено, и получится не таким нежным и рассыпчатым, каким оно может быть. Буквально пару ложек муки я оставлю, чтобы домесить тесто в самом конце. Когда мы добавили в тесто практически всю муку, оно собралось в комок, мы немного посыпаем стол оставшейся мукой, выкладываем тесто и буквально не более минутки домешиваем его руками. Долго месить не нужно, на столе замешиваем тоже буквально не более 1 минутки. Посмотрите, какое шикарное домашнее песочное тесто у нас получилось, такое мягенькое, нежное, желтенькое от желтков, оно будет очень-очень вкусным, рассыпчатым и великолепным на вкус. Формируем из теста вот такой вот брусочек, разрезаем тесто пополам и делим один из брусочков еще раз пополам. У нас получается 3 части, одна побольше и 2 части немного поменьше. Одну маленькую часть теста сразу убираем в пакетик и кладем в морозилку, она нам понадобится в самом конце. Второй кусочек поменьше откладываем в сторону, тоже можно положить в пакетик, чтобы тесто не заветривалось. А самый большой кусочек нам нужно раскатать в тонкий пласт. Берем скалку и О боже мой, я не могу найти свою скалку. Дорогие, мне придется использовать то, что есть под рукой. Я взяла рулон пищевой пленки, сейчас проверим действие. Возможно, эта штука окажется гораздо лучше скалки. Тогда я смело смогу вам рекомендовать использовать ее вместо скалки, например, на даче или где бы вы ни были. Еще для пирога нам, конечно, понадобится форма. Ку-ку, привет! Как ваши дела? Напишите мне комментарий. Ну что, это была улыбательная минутка, можем продолжать. Честно говоря, я не люблю лишних телодвижений, и если можно сделать проще, я так и сделаю. Поэтому я просто взяла дно от моей разъемной формы и прямо по дну распределяю тесто. Можно раскатать, можно размять тесто, оно очень мягкое, податливое, с ним изумительно легко работать. Если у вас нет разъемной формы, тогда просто возьмите лист пергамента побольше, раскатайте тесто по размеру дна вашей формы и сделайте стеночки пергамента чуть повыше, чтобы вы просто потом могли потянуть за бумагу, которая будет выглядывать из формы, и легко извлечь готовый пирог. Теперь берем вилочку и накалываем дно пирога для того, чтобы оно не вздувалось во время выпечки. Готово. Вот такой рисунок от вилочки у нас получился. Укладываю на дно формы, и теперь мы с вами сделаем стеночки. Беру кусочек теста, который мы с вами откладывали в сторону, делю его на 2 части и из каждой части
раскатываю вот такой вот жгутик. Руки можно немного подпылять мукой, чтобы тесто не прилипало к рукам. Но сильно с мукой не усердствуем, стараемся не забивать тесто. Выкладываем жгутик в форму и вот таким вот образом прижимаем к стеночке и формируем бортики. Пирог получается просто необыкновенно вкусным, поэтому я сразу же готовлю двойную порцию и делаю высокий бортик у пирога. Все ингредиенты в стаканах, ложках и граммах я оставлю для вас в описании под видео, обязательно загляните. А также я буду очень рада, если вы пришлете ваши фотоотчеты. Фотоотчеты вы можете оставить на нашем сайте «Готовим дома». Ссылочки на сайт и все наши соцсети вы также найдете в описании. Песочная основа уже готова. Бортик достаточно высокий, чтобы поместить в себя много начинки. Вкусной, нежной начинки суфле, которая очень напоминает чизкейк. Вот такие ингредиенты нам понадобятся. В заливку я добавляю пакетик ванильного пудинга. Если в вашем магазине вы не найдете ванильный пудинг, сейчас открою секретик, чем можно легко его заменить. В сметану всыпаю ванильный пудинг и хорошенько перемешиваю до однородности. И если вы вдруг не нашли пудинг в магазине, все очень просто. Замените его крахмалом, лучше кукурузным крахмалом, в таком же количестве, как указано в рецепте. А также добавьте ложечку ванильного сахара. Получится тот же самый состав, что и у пудинга. И теперь будем взбивать яичные белки. Выливаю белки в миску и взбиваю на средней скорости миксера до такой вот пышной пивной пенки, как ее еще называют. Видите, такая вот пышная воздушная пена. И только теперь частями в несколько приемов начинаю добавлять сахар и продолжаю взбивать. Каждый раз после добавления порции сахара я ее немного взбиваю и всыпаю следующую порцию. Таким образом мы с вами должны получить вот такие вот хорошо взбитые яичные белки. Главное не перебить белки, поэтому не нужно взбивать их слишком долго. Как только видите, что сахар более или менее растворился, взбивать уже достаточно. Посмотрите, какой чудесный клювик получается, когда мы достаем венчик из белков. Это то, что нам нужно. Вот такая красота. И теперь аккуратненько будем смешивать взбитые яичные белки со сметаной, которая у нас в свою очередь уже смешана с пудингом или с крахмалом. Добавляю часть сметаны к белкам и вот так вот такими вот складывающими движениями аккуратно перемешиваю. Добавляю оставшуюся сметану, перемешиваю, и заливка уже готова. Форму с тестом я достаю из холодильника, лучше ее охладить перед тем, как заполнять начинкой. И теперь выливаю начинку в форму и равномерно распределяю. Духовку я уже поставила разогреваться, температура духовки 180 градусов, но хочу обратить ваше внимание, что 180 градусов – это средняя температура для всех духовок. Но так как все духовки абсолютно разные, греют по-разному, если в вашей духовке при такой температуре выпечка слишком быстро готовится и даже начинает подгорать, уменьшите температуру до 170, и тогда все будет идеально. Посмотрите, как много у нас заливки, она доходит до самого верха песочного коржа. В процессе выпечки суфле высоко поднимется, но после остывания оно осядет до своего первоначального уровня, поэтому обязательно наливайте заливку до самого верха пирога. Все уже практически готово, и я натираю тесто, которое мы с вами откладывали в морозилку, на терочке. Посмотрите, вот такая вот получается симпатичная стружечка, и сверху выкладываю на пирог. Отправляю пирог в горячую духовку и выпекаю при температуре 180 градусов примерно 45-50 минут. Как проверить готовность пирога? Готовый пирог в несколько раз вырастет, увеличится в объеме, и вот так вот будет трястись его серединка. И еще один способ проверить готовность. Нажимаем пальчиком на серединку, и если она пружинит, но при этом мягкая и пирог не опадает, он готов. В процессе выпечки суфле очень сильно увеличится в объеме, и на поверхности образуются вот такие трещинки.
Не переживайте об этом, для такого пирога это нормально. При остывании пирог будет немного усаживаться, и все трещинки закроются. Пирог получится с красивой ровной поверхностью. Готовый пирог оставляем на кухонном столе до полного остывания, а затем желательно убрать его в холодильник на ночь. Любимые мои, я прекрасно вас понимаю. Для кого-то фраза «убрать пирог в холодильник на ночь» звучит как настоящий подвиг. Не все на это способны, но я вас уверяю, этот пирог стоит того. После охлаждения вкус пирога станет просто незабываемым. Давайте разрежем пирог и посмотрим, что же у нас получилось. Вы только посмотрите, какой невероятный кусочек. Ну что, давайте нальем чайку и попробуем на вкус это сметанное чудо. Кусочек такой аппетитный, очень трудно удержаться, чтобы не съесть сразу половину пирога. Мы с дочкой угостили этим пирогом ее любимую подружку-одноклассницу. И все в один голос сказали, что пирог очень вкусный, нежный и очень сильно похож на чизкейк. Да, именно поэтому, друзья, этот пирог называется ложный сырник. Потому что по своему составу, консистенции и вкусу он очень сильно напоминает чизкейк. Хотя, как вы помните, в составе рецепта абсолютно нет никакого творога или сливочного сыра, здесь есть только сметана, и для консистенции и аромата мы добавили сюда ванильный пудинг, и я вам также подсказала, чем его можно заменить, если вы не смогли его купить в магазине. Но этот пирог знаменит и другими названиями. Его также называют львовский сырник или краковский сырник. Также этот пирог можно смело назвать сметанником. И, может быть, есть еще какие-то названия, которых я не знаю. Если вы знаете больше меня, напишите, пожалуйста, в комментариях. И мне будет очень интересно. Также в начинку для пирога добавляют изюм. Но изюм немного утяжелит суфле, и поэтому, если хотите, можете добавить по вашему желанию. Но я решила не добавлять. Ну что, давайте наконец уже попробуем кусочек. Не пирог, а золото. Вкус просто невероятный. Рассыпчатое, нежное песочное тесто в сочетании с суфлейной, нежнейшей начинкой. Пирог просто тает во рту, и я вам очень рекомендую его приготовить, потому что такая вкуснятина, я считаю, должна быть в кулинарной тетрадке у каждой хозяюшки, которая любит удивлять свою семью и своих гостей вкусной и нежной выпечкой. Так что обязательно сохраните рецепт, поделитесь с вашими друзьями и подружками в соцсетях, а ваши впечатления я с нетерпением буду ждать в комментариях. Также благодарю вас за лайки и за подписку. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Я очень люблю готовить и обожаю удивлять вас новыми и вкусными рецептами. Все мои рецепты проверенные на моей семье, на моих близких и знакомых, так что я вам гарантирую, что с этими рецептами у вас всегда все получится и будет очень-очень вкусно. Уверена, что вы еще не раз захотите ко мне вернуться за новой порцией вдохновения и вкусняшками. Меня зовут Олеся, вы на канале «Готовим дома», и я уже скучаю по нашей новой встрече в моем новом вкусном рецепте. Не забудь подписаться. Пока-пока!